Братцы и сестрицы, господа, всем привет! Сегодня записываем 5-й выпуск из 30. Те из вас, кто это еще не знает, у нас проходит такой опыт, точнее, я сейчас делаю такой опыт на нашем вещальнике «Славянское дело. Деяния славян», где я пытаюсь записывать каждый день подряд на протяжении 30 дней новый выпуск. Смысл этих выпусков заключается в том, чтобы приучиться как-то приобрести навык записывать и говорить на камеру. Не записывать, просто говорить на камеру. Вот так, как я делаю сейчас, и чтобы при этом нужно было как можно меньше монтажа. Это мне в будущем поможет, чтобы я мог для вас быстрее готовить хорошие, качественные выпуски. И, естественно, чтобы больше удовольствия таким образом можно было получить из этого процесса всего. Те, кто нас смотрит впервые, мы вещальник, канал «Славянское дело. Деяния славян». Меня зовут Ростислав Антон, я славист, историк и теолог. И этот канал, этот вещальник я веду вместе с своей супругой Анастасией. Она пока занята, поэтому ее выпуски выходят реже, но как только сможет, она к этому вернется. Огромное спасибо всем вам, кто нас поддерживает финансово, кто нас поддерживает с комментариями. Спасибо всем, кто регулярно смотрит наши выпуски. Если кто-то из вас хочет, может поддержать нас на Boosty, Patreon и PayPal. А сегодняшняя тема — это то, что я вам вчера пообещал. В конце предыдущего выпуска. Мы еще немножко задержимся на времени до того, как появились праиндоевропейцы, до того, как появились славяне. Европа была населена современными людьми уже очень-очень давно. И в предыдущем выпуске мы говорили о том, как люди вышли из Африки, какой был предположенный праязык всего человечества и как он начал распадаться на разные другие языки согласно модели Гринберга и согласно модели настратической теории. Сегодня мы немножко вернемся в поздний палеолит и потом продолжим через мезолит. Сегодня я вам хочу представить, какие археологические культуры тогда существовали. Но почему это важно? Почему кому-то, кто занимается славянами и кто хочет лучше понимать славян, важно хотя бы ознакомиться так верхом с этими древними культурами? Ведь, казалось бы, они не имеют никакого отношения к славянам. Но причин этому несколько. Как несколько? Я вам приведу 2 причины. На территории, которые в современное время населены славянами, находится очень много археологических раскопок, где были найдены как раз остатки культур людей тех древних цивилизаций. А как-то они даже со славянами соприкасались. Расскажу вам одну историю. У нас в этой местности, где я живу, но это не только тут, люди часто находили в поле какие-то каменные предметы. Каменные предметы, там дырки были в этих камнях. Те из вас, кто разбирается в археологии, уже понимаете, о чем идет речь. Это такие каменные топорики из позднего каменного века, или из мезолита даже, или из неолита. И у людей была своя собственная интерпретация этих камней, что они значат. Потому что люди не понимали, что это какой-то топор, какое-то орудие, которое производили предыдущие человеческие роды. И они нашли для себя свое объяснение, что это такое. А объяснение было следующее. Думали, что это громовержец кидает стрелы. А стрела это как такой-то топор. И там, где стрела ударила, как они верили, где гром ударил, так говорится, там оставался иногда такой топор, такая секира каменная. И это было принято называть очень разными именами, но очень часто в этом славянском культурном контексте это связывали именно со своим богом Перуном и считали, что это как раз его топор такой каменный. Этот вопрос более подробно исследовали этнологи разных славянских стран, в том числе и Хорватии, откуда я вам, собственно, сейчас об этом всем говорю, рассказываю. И я помню, что даже совсем недавно, лет 25 назад, может быть, для меня это совсем недавно, потому что хорошо еще помню свое детство, он пахал на своем поле и точно так же нашел такой топор каменный.
У него, конечно, позвонил в музей, который тут недалеко от нас, и, как правило, ну, люди, если добросовестные, относят это туда. Что потом это там, что потом это там исследовалось, и чтобы можно было определить, что это за такие предметы. Ну, и тут видим такой очень интересный способ, как соединяется вроде бы что-то из каменного века с чем-то, можно так сказать, относительно современным. Да, потому что эти камни люди не находят только сейчас. Это находили на протяжении всего Средневековья и даже верили, что это какой-то как талисман. Даже могли эти камни забирать и класть их возле дома, как-то под крышу или на двери. Верили, что это их оберегает, защищает от всего плохого, ну и от того, чтобы гром туда больше не бил. Но давайте теперь перейдем уже к этим культурам верхнего палеолита, верхнего, как это сказать правильно, старокаменного, древнего, ну, в общем, пока скажем просто позднего палеолита. В Европе существовало несколько археологических культур, но тут такой вопрос тоже. Что такое археологическая культура? Археологическую культуру обычно определяем как набор каких-то человеческих практик, остатки какой-то деятельности людей, которые показывают определенные сходства. Эти сходства могут быть очень разными по происхождению. Это ни в коем случае не значит, что какая-то одна археологическая культура представляет какой-то один народ. Да, может быть, в исторические времена и в раннем Средневековье или в Железном веке и так далее, может быть, там это прикрывается побольше, но когда говорим о эпохе каменного века, тогда это намного сложнее, потому что мы, когда говорим об археологической культуре, обычно имеем в виду одну технику обработки камня, например. В основном археологи находят какие-то остатки каменного орудия, но это не единственное, что находят. И, кстати, каменный век называется как раз потому, что камень кажется самой характерной чертой, самой характерной находкой, связанной с этими временами. Да, в общем, тут не говорим о каких-то одних народах, а скорее говорим о каких-то техниках производства чего-то. Да? И в таком контексте в древней позднепалеолитской Европе существовало несколько культур, которые до сих пор получилось идентифицировать. Это культура Ориньясиен, называется так в честь местности Ориняк, где впервые были идентифицированы или найдены такие останки. Она длилась примерно с 40 тысяч лет до сегодняшнего времени, до 20 тысяч лет до сегодняшнего времени. А распространялась она на территориях Западной и Южной Европы, можно так сказать, ну и даже Центральной. В основном это, значит, Европа, это Ближний Восток, и, возможно, это части Северной Африки, и даже некоторые части на территории современной Украины и России, ну, тем более, что Балкан, Чехии, Словакии, Польши, конечно, тут везде распространялась эта археологическая культура. Следующая такая культура, которая появилась чуть позже, была археологическая культура, названа по местности, где была идентифицирована Ла Гравет, как Граветьен. И она существовала примерно где-то за 28 тысяч лет до сегодняшнего времени. Граветьенская культура имеет свои местные изводы, так условно их назовем, даже в славянских странах, и она называется согласно местностям в славянских странах современных, да. То есть Павловьен, это согласно местности Павлов в Моравии, в Чехии, и очень часто так называется этот восточный вариант Граветьена. Но этот среднеевропейский Граветьен можно еще разделить на ранний Павловиен, на развитый Павловиен и на Виллендорфиен, Костенкиен. То есть все знаете местность Костенки, думаю. Мне даже некоторые из вас писали об этом. Ну вот, существовали такие временные эпохи культуры Граветьен, то есть местные варианты. Известны, например, остатки древних домиков, построенных из бивней мамонта, и также, например, из долних вестониц в Чехии известная такая черная Венера и такая специфическая керамика. Потом еще есть более поздние археологические культуры, такие как Солитерьян, которая существовала примерно с 20 тысяч лет до сегодняшнего времени по 18 тысяч лет до сегодняшнего времени.
в основном на территории Франции, Испании и Португала. И для них характерно то, что они изобрели, точнее, у них существовал термический процесс обработки камня. А это значит, что камень сначала нагревался где-то до 250-350 градусов, а потом оставляли его, чтобы он потихоньку остыл, и только потом обрабатывали. А еще с этой культурой связано существование, это называется пропульсор. Это была такая длинная палка, в которую вы могли положить так копье, и она, в принципе, удлиняла вашу руку. Благодаря этому орудию вы могли кинуть копье намного дальше, чем просто если рукой, да? И это очень сильно облегчало охоту в те времена. Это еще было до того, как появились лук и стрела. Ну и да, поэтому это такой прогресс в этой солитарианской культуре. Еще одна такая культура называется Магдаленен. Согласно местности Ля Мадлен в Франции, и она существовала примерно с 17-тысячного по 10-тысячный год до сегодняшнего времени. Потом существовали еще разные местные варианты, как культура Азильен, например, тоже согласно месту раскопок. В Мас-д'Азиль во Франции. Потом как раз с этой культурой или со всеми этими более поздними культурами связано это искусство пещерное, которое так известно сейчас на весь мир. Да. Во Франции есть такие, в Испании есть такие. И даже есть такие фигурки, такие, они называются обычно Венерами. Они никак, конечно, не относятся к Риму и так далее. Это просто археологический какой-то договор, консенсус называть такие фигурки с очень выраженными женскими характеристиками, как Венеры. Самая известная — это Виллендорфская Венера. Это все, что касается культур позднего палеолита. Дальше у нас идет мезолит, или средняя каменная эпоха, что ли. Не знаю, как правильно по-русски, поэтому, пожалуйста, внимательнее слушатели, исправляйте меня и пишите в комментариях. С этими культурами уже немножко веселее. Это культуры, которые обычно датируются во время после 10 тысяч лет до Рождества Христова. И я пока упомяну только самые известные из них, самые хорошо исследованные. И некоторые из них также находились на территории, которые сейчас населены славянами. Но начнем мы сначала с тех других. И так, например, существует такая культура, которая называется Комса. Она находилась на севере, в основном на территории Финляндии и Норвегии, и так и называется согласно местности Комса, которая находится в Финмарке в Норвегии. И она существовала примерно во времени с 10 тысяч лет до 8 тысяч лет до Рождества Христова. Потом существовала культура Фосна возле Тротхеймского фьорда, и она существовала с 8 тысяч лет до Рождества Христова до 7 тысяч лет до Рождества Христова. Потом тоже очень известная такая северная культура была культура Магле-Мосе. Из датского языка Магле как велика, Мосе — болото, то есть культура великих болот. Существовала она примерно за 8 тысяч лет до Рождества Христова до 5600 лет до Рождества Христова на территории западной Прибалтии и современной Дании. Потом существовала культура Кунда на территории современной Эстонии, прежде всего. Тоже во времени примерно с 8000 лет до 5000 лет до Рождества Христова. Потом культура Сёмсjärvi, слышно, конечно, этот финский призвук, существовала она с 6500 по 4200 год до Рождества Христова. А вот тут сейчас приходим к интересной культуре. Это культура Лепинский вир. Да, это название Лепинский вир, оно славянское. Эта культура существовала на территории Сербии современной. Существовала она с 6000 лет до Рождества Христова по 480 год до Рождества Христова. Это все, конечно, примерные такие определения, согласно разным методам датировки. И на этой же территории позже развилась так называемая Турдаш-Винча культура или винчанская культура. И это как раз та культура, о которой вы можете слышать очень много всего в лженаучных кругах.
Естественно, в данном случае, особенно в сербских лженаучных кругах, мол, это были как раз сербы, тут началась цивилизация и так далее. Ну, ничего подобного. Конечно, культура была открыта благодаря сербским археологам, и она на самом деле очень интересная. Она существовала примерно с 5500 по 4500 год до Рождества Христова и была в сравнении с другими культурами как-то достаточно передовая, так что изначально даже думали, что она датируется намного более поздним временем, пока не провели экспертизу, анализ времени. Ну, например, с этой культурой Лепинского вира, культура, которая была старшей культурой, но в этой же местности примерно. И мы, как современные славяне, конечно, являемся сейчас охранниками этих находок. Лишь бы мы хорошо это охраняли, это было бы неплохо. То есть без какой-то черной археологии, так как надо, чтобы память о прошлом лучше сохранилась. Ну ладно. Помимо этого, на территории современных славянских стран существовало еще несколько культур, такие как культура коморница, шведерская культура, в основном на территории современной Польши, Беларуси, Украины. Ну, это все эти культуры, которые касаются славянской территории пока что. Потом есть еще из этого времени так называемая капсийская культура. Это была культура в Северной Африке, которая существовала примерно с 7000 по 4000 год до Рождества Христова. И последняя на сегодня — это натуфийская культура, культура на Ближнем Востоке, примерно с 10 тысяч лет до Рождества Христова по 8300 лет до Рождества Христова. Так, все эти культуры, о которых я сегодня рассказывал, они не имеют прямого отношения к нам, индоевропейцам. Но они как-то все-таки находились на территории, которая сейчас заселены европейцами. И, конечно, что-то от этих людей из палеолита осталось и с нами, конечно же. Но это тема на другой раз. Итак, это был 5-й день из 30 в нашем большом опыте «Запиши 30 видео подряд на протяжении 30 дней». Вот я тут делаю упражнения в своей речи, как бы лучше с вами разговаривать, поэтому тема может быть не настолько сильно обработана. Я могу поделиться тем, чему я до сих пор научился. Во-первых, потихоньку чувствую, что мне все легче и легче говорить на камеру, при том, что я говорю не на родном своем языке сейчас в этом выпуске. Да, вижу, что это не так сложно, как когда я откладываю сильно. Конечно, я еще далеко от каких бы то ни было идеалов, и даже говорю, сегодня у меня было такое настроение прям плохое, отвратительное, что я не хотел сегодня записывать. Я плохо выспался, у меня куча других дел, такие как написание моей диссертации научной. Вот, и как-то я ничего не успеваю, и думаю, может, сегодня все-таки не записывать. Но сейчас уже получилось то, что получилось. И я думал, что выпуск на сегодня будет коротенький, а сейчас, получается, записываю уже почти 25 минут, что довольно много, конечно. Ну и продолжу тренироваться, сколько Бог даст, посмотрим. Потом, надеюсь, приобрету новые способности, чтобы мы с вами могли более качественно проводить время. Давайте пока-пока и увидимся завтра.